Сегодня я вам хочу показать все детали по этому дому. У каждого из наших домов есть свой характер, который задается вот этими, например, картинами. Камин открывается с любой стороны, с этой стороны, можно с этой стороны. Выводы под систему умных штор. Просто с одной кнопки установить, чтобы везде открывались и закрывались шторы. Встроенная кофемашина, индукционная панель. Мы сделали такие встроенные поручни. Здесь колонна стоит, а вы, наверное, на нее внимания не обратили. Коллеги, приветствую! С вами снова ВДТ, канал о недвижимости и строительстве, и я, Алексей Аверьянов. И мы с вами снова оказались в коттеджном поселке Княжье озеро возле проекта Лоренцо. Друзья, мы в прошлый раз записали отличный выпуск по этому дому, но это был такой общий обзорный выпуск, но, как говорится, дьявол кроется в деталях. И сегодня я вам хочу показать прям все детали по этому дому, остановиться на каких-то моментах, которые делают жизнь в доме комфортной, а дом современным и ликвидным. Ну, про гаражные стеклянные ворота я вам рассказывал уже в прошлом выпуске, да. Вот здесь, например, мы сделали вот такое ограждение из стекла. Вот. Дело в том, что поселок Княжье озеро, он в таком более классическом европейском стиле. Вот. И нам, к сожалению, не разрешили делать современный забор, поэтому мы оставили площадку не огороженной. Но забор — это все-таки некое препятствие, чтобы не могли просто так зайти на территорию. Хочу также обратить внимание на этот прибор. Мы в прошлый раз его тоже показывали. Мы в каждом доме особое внимание уделяем системам контроля уровня доступа. И у нас уже были дома, где можно было зайти по отпечатку пальцев. Здесь мы пошли дальше, здесь есть система Face ID, но еще самая интересная история, здесь есть считыватель QR-кодов. Например, вы заказали какую-нибудь доставку, вас, например, дома нет, вы можете курьеру выслать одноразовый QR-код, он его получает, прикладывает его к калитке, да, например, он будет действовать только на калитке, потому что такой же датчик расположен прямо у входа на участок. Принес, здесь поставил свою посылочку, никто ее не возьмет, она здесь защищена от дождя, и уехал. Но эта система, она хороша тем вообще, в принципе, что тебе не надо думать ни о каких ключах, ни о каких замках. Вот ты ключ сам по себе, что называется. Дальше идем, вот, наверное, уже обратили внимание, во-первых, футболка моя, да, это наш фирменный знак Веска Группы, и на каждый свой дом, который мы строим, мы делаем такой же знак. Это некий знак качества наших домов, потому что действительно мы продумываем очень много различных деталей. Еще хочу обратить внимание, сразу при входе какая-то такая вот штука висит. Это датчик сигнализации. За счет того, что дом сам находится между двумя пилонами, конструкция дома позволяет сделать отсечение нежелательного трафика, скажем так, именно по пилонам. Если в предыдущих домах мы на каждое окно выводили датчики, да, и закрывали в сигнализации буквально каждый проем, то здесь из-за, опять же, конструкции дома достаточно поставить с двух сторон, вот с фасадной части и задней части, такие датчики, которые прикрывают расстояние. Чем это удобно? Да просто тем, что вы, находясь дома, можете поставить дом на сигнализацию, и он полностью будет защищен, и вы можете по дому передвигаться и уже не беспокоиться о том, что произойдет какое-то срабатывание случайное. Ну что, пойдемте дальше. И на входе нас ждут наши уже традиционные стеклянные двери. Меня постоянно удивляет, зачем люди делают вот эти вот ужасные громоздкие металлические дверные коробки, когда действительно комфорт проживания, он за стеклянной дверью. Абсолютно удобно и, более того, это еще и безопасно. Мы делаем вот такие еще датчики здесь для выхода, то есть двери на электронном замке, здесь написано No Touch, то есть можно просто приподнести руку и дверь открылась. Опять же, детали, на которые стоит обратить внимание, это вот эти стопперы, например. При строительстве домов не все строители доходят до того, чтобы установить эти все ограничители. Вот мы здесь, например, нашли такие очень изящные маленькие стопперы, которые защищают от того, что дверь бьется о стену. Когда вы покупаете дом, тоже обратите внимание на то, установлены стопперы или нет, и как вообще это фиксируется. Но в следующем доме мы решили, что мы пойдем дальше, и мы установим двери уже с системами, которые ограничивают их движение. Они стоят, конечно, недешево, но действительно это очень классная тема. И еще есть двери с автоматически магнитной выдвигающейся такой шторкой снизу, да, особенно это очень важно для помещений, которые соприкасаются, например, с гаражом, вот, чтобы оттуда не тянуло воздух и неприятные запахи. Закрываешь дверь, магнит срабатывает, и опускается шторка, и, соответственно, воздух уже не тянет. Тоже мы это решение уже в будущем применим. Вообще, на самом деле, на рынке очень много строительных компаний, которые строят дома, но это в основном строительство коробок, да, то есть компаний, которые
делают дома полностью под ключ и продумывают детали, их вообще не очень много. Еще на рынке есть такая история, что есть архитекторы и есть дизайнеры интерьера. И очень редко эти люди как бы совмещают в себе все необходимые компетенции. У нас, поскольку работает команда, то мы реально закладываем все интерьерные решения еще на самом начальном этапе проектирования. То есть у нас практически планировка не меняется от первой идеи до вообще уже финального воплощения. Меняются только какие-то детали. Дальше мы здесь видим камин. Вообще изначально у нас была идея, мы даже с моим другом и тренером Алексеем Марховцом, с которым мы пробежали, кстати говоря, марафон, сделали здесь проект. Ну вот реально полностью проект, готовый на 50 страниц идей умного камина. То есть вообще в задумке было, что камин буквально из потолка, вот с такого примерно уровня, вот, выезжает как такая подзорная труба, и, соответственно, можно уже наложить на специальный такой поддон дров, да, и зажечь огонь. Мы, конечно, любим эксперименты, но здесь ситуация была сложная, потому что эксперимент непонятно, удался бы или нет, а нам нужно было сдавать дом, и мы нашли вот такое решение, камин такой четырехсторонний, островной, не маленький, и он очень классно делит как раз пространство между зоной отдыха и столовой зоной. При этом он как раз со всех четырех сторон просматривается. И еще была интересная задумка, куда деть дрова. Вот мы здесь в таком минималистичном доме нашли как раз стойку для дров. Камин открывается с любой стороны, то есть можно вот как бы с этой стороны, вот, пожалуйста, можно с этой стороны. Вот, это на самом деле тоже очень удобно. А еще здесь есть вот как раз такая выдвижная дверца, можно аккуратно вот так подкладывать, дым не тянет и зола никакая не сыпется. В этом доме есть определенное количество умных решений. И еще одно, которое мы заложили, это выводы под систему умных штор. Вот здесь вообще, если вы помните с прошлого выпуска, 8 больших панорамных окон, вот прям во весь фасад здания. Задний фасад выходит еще на южную сторону. Здесь летом, действительно сильно нагревается. Решение это, во-первых, система кондиционирования и система умных штор. Естественно, бегать, вот так раскрывать, закрывать все шторы по всему дому, это ты замучаешься. Для каждого проема выведены электричество и слаботочный кабель для того, чтобы можно было установить привод для штор, да, и, соответственно, все это завести на единую систему блок управления и просто с одной кнопки или вообще по таймеру, да, установить то, чтобы везде открывались и закрывались шторы. Конечно же, сейчас во всех домах современных просто обязана быть система вентиляции. Я вообще себе не представляю, как может существовать загородный дом без системы вентиляции. Понятно, что мы на воздухе, да, но воздуха свежего, как говорится, много не бывает. Здесь мы установили и делаем это практически во всех теперь наших домах. Это система приточно-вытяжной вентиляции и центральное кондиционирование. Центральное это в плане того, что оно канальное, да, то есть блоки сами находятся внутри и не мешают как раз вот этому минимализму интерьера. На кухне мы стали ставить всегда, например, кофемашину, хотя я, например, в этом году отказался полностью от кофе, наверное, больше его пить никогда не буду. Но я знаю, что любителей много, и действительно встроенная кофемашина, а не та, которая вот стоит и совершенно не вписывается в интерьер, это история, которая очень востребована. Совмещенная СВЧ с духовым шкафом, и мне очень нравится здесь именно варочная панель, потому что на самом деле это тоже определяет комфорт для готовки. Это индукционная панель, то есть здесь можно кастрюлю поставить абсолютно в любое место, вот, и она будет нагреваться. Не надо думать, где там какой кружок зайдет у тебя мимо или нет. Мы стали делать винный шкаф. От алкоголя, кстати, я в этом году тоже отказался, но тем не менее наши покупатели эту историю очень хорошо оценивают. Из важного то, что на кухне мало кто об этом думает за городом, это как раз такой измельчитель бытовых отходов. Тоже мы в каждой раковине ставим это. Есть такая кнопочка, раз нажал, и все у тебя прочистилось там. Можно прям туда нарезать картошки, да, там кожуру, все это туда и все ушло. Холодильники side-by-side. Это популярная история для загородного дома, все помещается, хватает места, но этого тоже может быть мало. Для этого мы теперь стали делать в каждом доме еще и вот такое помещение. Это кладовка при кухне. Вот здесь можно установить большую морозильную камеру. Очень, кстати, понравится такое решение охотникам. Они обычно привозят там целые туши дичи, да, и поэтому
Можно здесь это все складировать, баночки наставить, полочки. Очень классное решение, то есть реально будет все спрятано и не будет храниться. И мешать как раз этому же минимализму интерьера. Хотя на самом деле на кухне еще тоже шкафчика хватает. Стиль минимализма диктует вот эти все формы, поэтому здесь огромное количество вообще систем хранения. На самом деле, может быть, верхние шкафчики не особо и нужны и будут. Зато можно туда вообще спрятать все, что хочешь, и какой-нибудь, не знаю, бабушкин сервиз, который просто дорог сердцу, который жалко выкинуть, но при этом используешь ты его редко. Здесь блок управления кондиционированием и приточно-вытяжной вентиляцией. Блок управления теплыми полами, но это стандартная история. Кстати, опять же, очень часто эти блоки все устанавливают на уровне выключателей, да, и приходится вот там лазить и как бы нажимать, потому что тебе для выключателя, например, не нужно там смотреть что, а здесь у тебя есть табло, да, и тебе нужно установить там определенную температуру, выставить, и гораздо удобнее делать это так, чтобы было видно. При этом выключатели сделаны на уровне как раз опущенной руки, не должен думать, просто ты нажимаешь и все, вот, все очень удобно. У каждого из наших домов есть свой характер, который на самом деле задается, в частности, вот этими, например, картинами. Вы, наверное, уже заметили и в доме в Шульгино, и в Миллениум парке, и здесь тоже висят картины. У нас, кстати, был выпуск с художницей, которая рисует эти картины. Это Наталья Соловьева. Она же, кстати, сестра дизайнера, который делала дизайн интерьера этого. На самом деле, я как бы удивляюсь, когда вообще, в принципе, продают дома новые, да, которые уже отделаны под ключ, но в них нет никакой изюминки, там, может быть, недоделаны какие-то моменты. Ну, просто, на самом деле, сделать комплект картин, найти своего художника, который какую-то изюминку придаст интерьеру, и он совершенно по-другому заиграет. Комплект картин совершенно несравнимые деньги с строительством. А еще вот здесь, например, мы сделали такие встроенные поручни. Конечно, пришлось потрудиться, чтобы это все действительно аккуратно сделать, еще провести подсветку. И эта подсветка очень здорово работает в ночное время, когда, например, нужно со второго этажа спуститься на кухню ночью, да, и ты включаешь только эту подсветку, она не слепит глаза. Мы раньше делали подсветки ступеней, но здесь отказались от этого, потому что когда ты, например, обратно возвращаешься, то тебе уже вот этот свет от ступеней светит не очень комфортно. Почти всегда теперь уже тоже в домах устанавливаемы такие стеклянные перила, это тоже соответствует, во-первых, современному интерьеру, и на самом деле это очень безопасно, потому что здесь используется закаленное стекло, оно прочное, они даже не шатаются, и при этом не мешает обозревать пространство. В прошлый раз я рассказывал вам про белепровод, но совсем забыл сказать, что есть еще второй доступ к нему, как раз для всех остальных спален, он как раз сделан из коридора. Все это попадает в ту же самую трубу и оказывается внизу в постирочной, таким образом, что там, обслуживающий персонал уже прям сразу может это белье брать и стирать. Пойдемте еще теперь, вот, например, вот в эту спальню угловую и покажу вам, как мы очень интересно сделали одно решение. Дело в том, что у нас достаточно большая кровля, это монолитная плита, у нее должны быть несущие определенные стены. И здесь нам хотелось вот в этой комнате, в которой такое угловое остекление панорамное, добиться того, чтобы не было никаких колонн. Но, к сожалению, никак этого не избежать. Но вот смотрите, вот здесь колонна стоит, а вы, наверное, сразу на нее внимания не обратили. А мы ее просто отделали, получается, вот таким, обыграли вот таким образом, просто обклеили ее зеркальными панелями. Она отражает участок, да, отражает эту стену, ее практически не видно. Несмотря на то, что у нас в доме, как я уже говорил, установлена приточно-вытяжная вентиляция, мы все равно еще сделали вот такие окна. Вот. Но не подумайте, туда как бы упасть невозможно, потому что окно открывается только вот в режим проветривания. Все равно у нашего потребителя есть вот какая-то, не знаю, тяга к тому, чтобы был вот прямой приток воздуха, и здесь это тоже реализовано. Ребят, вот сюда еще идите, смотрите. Значит, мы тоже теперь у кровати, помимо просто обычных розеток, всегда не хватает. На самом деле, в основном эти розетки нужны для зарядки телефонов или там, не знаю, айпадов. Мы стали ставить встроенные адаптеры USB. Еще пойдемте покажу вам санузлы и какие акценты нужно и на что обращать внимание именно в санузлах. Здесь, например, мы долго решали, что делать, ванну или душ. В результате сделали и душ, и ванну. Мне очень нравится решение, когда просто вот плитка заканчивается сливом. Да? Здесь реально абсолютно тоже очень комфортно, большое пространство, ничего не мешает. Вот здесь есть
такая стеклянная перегородочка, да, которая не дает воде перетечь. При этом есть желание, пожалуйста, принимайте ванну. Кстати, если ванна перельется, ничего не произойдет, да, потому что все уйдет в встроенный слив. Еще хочу тоже обратить внимание на вот эти самые двери, которые хорошо соответствуют стилю минимализм. Они достаточно высокие. Их особенность в том, что в отличие от стандартных дверей, которые делаются в самый последний момент, уже когда уже завершена вся отделка, эти двери нужно покупать заранее, потому что здесь нужно вывести вот этот стык вместе с плиткой, иначе не получится. Плюс они все штукатурятся, красятся под цвет того или иного помещения. Еще тоже момент, это как раз того, чтобы ни на одном этаже не было никаких порожков. Это вот обязательное условие современного дома. Действительно, все должно быть в один уровень. Здесь мы вообще на первом этаже мы еще сделали в уровень с землей. По санузлу обязательно наличие 2 раковин. И здесь мы сделали еще такую историю, как 2 душа, чтобы не сражаться, то первый там в душ пойдет. Каждый спокойно принимает свой душ. Про белепровод я уже вам рассказывал. Кстати, интересная тоже вещь. У нас здесь были одни потенциальные покупатели, которые обратили внимание, что мы не вывели электрику под унитазы. Для чего это нужно? Ну, некоторым нравятся, на самом деле, такие умные японские унитазы, да, там с подогревом, которые сами открываются, когда приходишь. И действительно, вот до чего мы не додумались, и сделаем это обязательно в будущих домах. Проводов мало не бывает, и можно действительно вывести аккуратную какую-то заглушечку. Кто захочет, например, такой унитаз себе установить, всегда сможет его подключить без проблем. Вот. Но на самом деле такие проблемы тоже решаются. Можно электричество кинуть, сняв там несколько плиток, как бы решаемый вопрос. Да, и еще момент, который очень важный, я об этом уже, наверное, даже говорил, это локальный климат-контроль. Нужно делать так, чтобы температуру в помещении можно было регулировать исключительно из помещения. Вот здесь, например, такой вот стоит терморегулятор. Устанавливаем температуру комфортную, да, и она поддерживается, закрывает или открывает контур, который непосредственно находится в этой комнате. В данном случае, например, вот этот конвектор. Температура дошла, все, горячая вода перестала по нему идти, потому что, ну, действительно, у разных членов семьи могут быть разные температурные предпочтения. Кто-то хочет там спать при, не знаю, 20 градусах, кому-то надо, чтобы 26 было, да, и ему при этом холодно. Такая система, я считаю, что просто обязательная для современного дома, чтобы каждый мог управлять своей температурой. Еще несколько моментов про технические всякие вещи. Вот, например, для гаража очень важна раковина или, может быть, даже большой какой-то поддон. Не знаю, любители собак, например, могут расположить здесь поддон, да, и мыть своего любимца. Или раковина огромная такая, не знаю, что-то можно помыть там от машины и так далее. Вот. Еще в гараже сделали такой слив и пол сделали с уклоном. В принципе, здесь можно мыть машину, потому что все это уйдет. Прям непосредственно этот слив соединен с ливневой канализацией поселка. И вот здесь вот вы можете заметить, стоят блоки аккумуляторные и инверторные. Эта система, во-первых, увеличение мощности. Про нее я уже, кстати, рассказывал на доме в Миллениум парке. Мы тоже эту систему теперь стали использовать повсеместно. Она еще является автономной системой электроснабжения. Даже несмотря на то, что мы находимся в элитном поселке, все равно частенько отключают электричество. Здесь запасов аккумуляторов хватит, ну, часов на 18, наверное, если вот в таком лайтовом режиме, а в режиме хардкор, ну, часов на 8, на 7 точно хватит. Это действительно тоже делает жизнь комфортнее, не нужно думать про какой-нибудь дизельный генератор, да, там постоянно чем-то его заправлять. Система стоит себе, спокойно работает. Вот здесь вы видите этот скос. На самом деле это лестница, которая ведет в блок для персонала. Мы туда, к сожалению, сейчас не попадем, да мы практически никогда туда не попадаем, потому что когда мы заканчиваем дом, в блоке для персонала продолжают жить рабочие, потому что в доме, даже несмотря на то, что он сейчас кажется уже сданным там на 100%, всегда остается тысячи мелочей, которые нужно доделывать, да, и это очень удобно, когда у тебя остаются здесь люди, которые могут где-то что-то прибрать, где-то что-то допилить, повесить зеркало и так далее. В любой другой строительной компании, да, если они, например, строят дом под заказчика, то вообще непонятно, куда девать строителей, когда еще дом полностью не закончен, да, но при этом завозят мебель там и происходит все остальное, да, то есть оставлять этот вагончик
ну тогда какие-то будут, не знаю, проплешины на участке, нельзя будет полностью участок завершить. Вот. Это, конечно, идеальное решение вообще абсолютно, и тоже всем советую. Блок персонала над гаражом, двухкомнатный, со своими там санузлом, со своей кухней, со своим входом, который отделен от основной логистики по дому. То есть, в принципе, здесь в этом доме, несмотря на то, что все под одной крышей находятся, обслуживающий персонал с хозяевами может вообще не пересекаться. При этом дом будет под присмотром. Окна выходят, блоки для персонала на улицу, то есть они, в принципе, могут смотреть за тем, что со стороны улицы происходит. Можно там, не знаю, посетить, например, охранника, и дом тогда будет под охраной все 24 часа в сутки. А еще в стиле минимализм мне нравится то, что стиль самого дома диктует еще и стиль участка. Например, здесь мы не стали заморачиваться никакими дорожками, да, просто сделали, выслали газон. И я на самом деле очень этому рад, потому что действительно такое пространство, такая свобода, простор, действительно ощущение такой загородной, настоящей, счастливой жизни. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Ставьте, пожалуйста, лайк, обязательно подписывайтесь на канал. И мне интересно еще ваше мнение, потому что я снял 2 ролика. Один был такой с подготовкой, со сценарием, может быть, в более деловом стиле, и в общем про дом, может быть, более эмоциональный. И второй такой, который сделал просто экспромтом, приехал на дом и рассказал о тех деталях, которые я здесь вижу. Какой вам формат понравился больше, напишите об этом. Ну и задавайте любые вопросы, я с удовольствием вам отвечу. С вами был Алексей Аверьянов. Это был канал ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока!